Давайте рассмотрим словари в Python. Словари являются типом коллекции в Python. Как вы помните, список имеет индексы в виде целых чисел. Это как адреса. Список также имеет элементы. Словарь имеет ключи и значения. Ключ аналогичен индексу. Они похожи на адреса, но это не обязательно целые числа. Обычно это объекты. Значения аналогичны элементам в списке и содержат информацию. Для создания словаря используем фигурные скобки. Ключи являются первыми элементами. Они должны быть неизменными и уникальными. За каждым ключом следует значение, разделенное двоеточием. Значения могут быть неизменяемыми, изменяемыми и дубликатами. Каждая пара ключ-значения отделяется запятой. Рассмотрим следующий пример словаря. Название альбома – это ключ, а значение – дата выпуска. Используем желтый, чтобы выделить ключи, и оставим значение белым. Полезно использовать таблицу для визуализации словаря, где первый столбец представляет ключи, а второй столбец представляет значения. Можно добавить еще несколько примеров в словарь. Также можно назначить словарь переменной. Ключ используется для поиска значения. Используем квадратные скобки. Аргумент является ключом. На выходе получаем значение. Используя ключ Back in Black, получаем значение 1980. Ключ The Dark Side of the Moon дает нам значение 1973. Используя ключ The Bodyguard, получаем значение 1992 и так далее. Можно добавить новую запись в словарь следующим образом. Это добавить значение 2007 с новым ключом Graduation. Можно удалить запись следующим образом. Это исключает ключ Thriller и его значение. Можно проверить, есть ли элемент в словаре, используя команду in следующим образом. Команда проверяет ключи. Если они есть в словаре, получаем true. Если применяем команду с ключом, которого нет в словаре, получаем false. Если мы пробуем с другим ключом, которого нет в словаре, мы получаем false. Чтобы увидеть все ключи в словаре, применяем метод keys для получения ключей. Результат представляет собой объект в виде списка со всеми ключами. Также можно получить значение, используя метод values. Пройдите лабораторные работы, чтобы получить больше примеров и информации о словарях.